Приветик, дорогие друзья! Добро пожаловать на канал Na'Vi Junior. С вами, как всегда, Яна. И исходя из названия этого ролика, вы прекрасно понимаете, что впереди вас ждут прогнозы на предстоящий мейджор. И когда вы смотрите этот ролик, очевидно, что стадия Challenger уже началась, поэтому самое время узнать прогнозы и увидеть пикем команды Na'Vi Junior. Поэтому обязательно подписывайтесь на канал, чтобы ничего не пропустить. Ставьте нам побольше лайков, жмякайте колокольчик и пишите в комментариях, чей пикем вам зашел больше всего. Ну, а мы погнали. Всем привет. Привет. Давайте начнем с того, что насколько сильно вы вообще ждете этот мейджор в свете последних событий? Я сильно жду этот мейджор, потому что, мне кажется, сейчас много хороших команд в форме. G2, Na'Vi, там, FaZe сейчас в хорошей форме, поэтому это будет интересный мажор. Посмотрим. Я в предвкушении. Я тоже, если честно, очень сильно жду мажор, но мне кажется, наоборот, команды не в форме. Ну, будем посмотреть, что будет на мажоре, поэтому давайте будем переходить уже к нашим прогнозам. Так, я бы начал с 3-0-0-3. Нет, давай сначала те, кто пройдут. 100%. Хорошо. На 3-0 будем пройдут. рисковать Илью ставить или нет? Или Я просто... поставили на проход просто. На проход просто, да? Да, короче? На верочку. На верочку. Окей, Я G2. ставлю G2 проход, Энс проход. Энс сейчас тоже в форме. Астралис проход. Астралис, Виталити. Кстати, Мне как тебе вот- Фарлик? Вот ты играешь на роли Авика. Как тебе в целом вот эта замена? Что-то он не достреливает частично, правда? Ну, в последнее время, кстати, нормально играет вроде. Но я особо не смотрел, как он играет. Но вот раньше в Copenhagen Flames он вроде жестко играл. Прошлый состав он сильно играл. Сейчас он как-то... Ну, не знаю, может, время надо. Тир-1, все дела. Ребята, вот у меня вопрос. Вы поставили G2 на проход, Энс на проход. Мне интересно, кого поставите на 3-0 тогда? На 3-0. Какую-то команду от народа, наверное, потопить за нее. Нет, так нет, да, так. О, я знаю, кого я поставлю, наверное. Хотя, ну, сейчас посмотрим. Ты поставил Астралис и Виталити? Да, Витальти сейчас докину. Мгм. Мне кажется, вот это 4 верочка прям. Так, Короче, дальше уже интереснее. Я бы поставил Bad New Eagles, если честно, на проход. Мне кажется, они сейчас, там, горячая Плюс кровь. морали. Да, Давай, плюс давай, морали. наши коллеги. Go. Ставим на проход? Да, да, конечно. Вот эта Окей. народная команда, можно даже на 3-0, не хочешь их глупить? Да. Чисто по фану. Можно потом... Подожди, давай сначала тех, кто на верочку еще пройдут. Virtus.pro... Ой, Outsiders пройдут. Мне кажется, могут бразильцы вот эти на NZ удивить. И Complexity могут пройти тоже. На самом деле. Знаешь, что удивит? Я уверен. Кто? Это максимально нестандартно, вот эти монголы. Да ладно. Не, Я 0-3. поставлю монголов на проход. Не, бро. Ну, ставь. Если монголы придут. Так, у меня остался один слот. Ты Ну, думаешь, ещё монголы выиграют хотя бы одного из этих? Но они могут выиграть Мибер, я думаю. Они А я знаю, могут с кем у них выиграть первый Renegades тур? и Сейчас я NZ. гляну. Сейчас, с кем у них первый тур? Мне кажется, остальные команды вообще без шансов. Астралис. Если не ошибаюсь. Астралис. Ну, не выиграет, но раундов 10 они возьмут. Но нужно помнить, что первый раунд это Best of 1. Нет? Да. Поэтому исход одной карты может быть абсолютно разным. Ну, Imperial, кстати, такие же могут удивить, а могут отлететь, мне кажется. По моему мнению, все команды, которые остались, могут пройти. У них еще 50 есть на Renegades 50. первая игра. Не могут выиграть Renegades. Хотя Renegades ты знаешь, на 3 мажоре, ставят, да, вроде? на мажоре Renegades на самом деле постоянно проходят, как-то берут. Я вообще фан Renegades, но, блин, я смотрел этот азиатский мажор чуть-чуть. Минор, такое. Я не буду ставить Renegades 0-3, потому что, мне кажется, они выиграют как минимум одного. Кстати, а кого реально 0-3 пульнуть? Очень интересно, Данек. Может, Eternal Fire? Давай? Да ладно. Давай. Серьезно? Да. Хороший пик. И, честно признаться, я не думаю, что Eternal Fire вылетит с 0-3. Ну смотри, как тебе так сказать? Или Мибр. Они только на хайпе летят, и все. Ну, там, в принципе, неплохой стак. Мы тоже так думали. Турецкая пятерка. Ну ладно, Или хорошо. Мибр, Родион. Не, Мибр тоже какие-то ни рыба, ни мясо, да? Мибр хорошо играют. Тут или монголы 0-3. Но я верю в монголов, капец как верю. Очень легко, Даня. Надо брать Bad News Eagles, поставить Мибр и Imperial. Короче, го комплексе на проход ставим. Комплексе пойдут, мне кажется. Комплексити? А комплексити слабее Мибр. А ты хочешь Мибр на проход поставить? Я Мибр на проход поставил. Не, я их не буду ставить на проход. Поставлю Ну комплексе. окей. Вот теперь у нас Я играл разные против пики. комплексе, могу сказать, попадает нормально. Но ты еще против монголов не играл. Самая сильная команда на этой стадии по Firepower это монголы. Подожди, Вроде Фер, никого. ты думаешь, что монголы как раз и будут темная лошадка этого мейджора? Они лучше всех стреляют на этой стадии. Да не. Да? В этой лучше стадии же то или стреляют. вообще?
G2 скилловые, а Но не стреляют лучше с монголы. G2 стреляют. Смотри, ну много кто стреляет Лучше или лучше. стреляют монголы? Лучше или стреляют монголы? Пожалуйста, что это за провокационный вопрос? Вся, нет. Короче, я верю в монголов. Ты можешь меня хейтить, но я за монголов. Короче, я их ставлю 0-3 Я тоже. их поддерживаю. Я Ставь пойду на против 0-3. себя. Ставь Я на пойду 0-3. против Я себя. ставлю турков на 0-3. Блин, мне не нравится мой пикем, честно. Почему? Что Есть шанс, случилось? что он не пройдет. Ну, ничего страшного. Короче, я ставлю еще Bad New Eagles на проход, мне кажется, не пройдут. У них первая игра с Eternal Fire, они выиграют Eternal Fire, мне кажется, и там уже какие-то, не знаю, кто вообще еще, какие пары там. То еще Spirit, Outsiders, но они всегда будут вязко играть. Вот Imperial Spirit, они потом могут попасть на Imperial Spirit, выиграть Подождите, Imperial а у Spirit. вас аутсайдерс вообще никуда не проходит? Я их поставлю на 3-0. Ого. Нет, сейчас я думаю. Выиграют ли они в Best of 3? Могут. У Vitality каких-то. Я думаю, это хороший пик. Vitality 3-0? Это all-in. Нет, это Outsiders 3-0. Это all-in. Или да, или нет. Мибер железно, Vitality железно, Астралис железно, Энс G2 Не, железно. Мибер не железно. G2 железно, Энс железно, Астраль железно, Vitality железно, Complexity, Bad New Eagles железно. Ликвид не поставили. Ой-ой-ой, какой мажор интересный будет. А ты вот действительно хочешь оставить Империал? Ну, я фанат Fallen. Там такой скилл, Яна. Не, они классные, это крутые старички, бесспорно. Просто смогут ли они вывести против, типа, таких команд? Я не к тому, типа, что это там какие-то титулованные команды. Это ребята, которые прошли на мейджор, они будут на плюс мотивации. Так им нечего терять, они не будут бояться. Это all-in, Яна, это all-in. Также, помнишь, как Гамбит мажор выиграли? Там тоже много историй было, что они там на минус Ну да. морали и так дальше. Вот сейчас ВП побах и все. Мгм. А кто у тебя стоит? Кто у тебя стоит еще? У меня Империал, Монгола и Миб. Ты монголов на проход поставил? Да, я верю в монголов. Кого они обыграют? Не обыграют в знаю Best of 3? кого. Не знаю, я просто в них верю и все. Ну, короче, у меня офигенный пикем. Я уверен, что все зайдет. Ну ладно, не все. Мы не поставили Spirit и Force. Кто-то из них пройдет? Мне кажется, И могут. Liquid. Сейчас Liquid хорошо играют. Блин, Liquid, наверное, вместо... Кого? Ну, вместо монголов, но это слишком легко. Так, Родион, ну все. Не, я еще не нажал кнопку, я еще не нажал. Окей, я буду давить до конца. Монголы пройдут дальше. Все. Я еще не поставил последнюю команду, которая пройдет, и 3-0. Кто это может быть потенциально? Вот самые яркие претенденты на 3-0. Энс, Vitality, Vitality. Астралис. Астралис, да. Вы Может, думаете, Астралис? Астралис могут? Могут. Хороший состав. Мне нравится, я верю в них. Почему-то Фарлик полностью не раскрылся еще. Ну, это тяжело, короче, объяснить, но они мне очень сильно нравятся. Короче, 0-3 монголы. Ну давай 3-0 аутсайдерс. Хотя нет, ну слишком просто, мне кажется. Нормально. У меня монголы на проход. Ничего простого не вижу в своем пике. Ладно. Окей, 3-0 Мы не ищем аутсайдерс. легких путей. И на проход ставлю код Liquid, короче. Ну, 5 Нормальный тут пик, точно Liquid, будет. Нормальный пик. Пять Да, я тут тоже думал, у точно меня будет. 5 будет. Но если из Университи в первой стадии, это будет провал. У меня бронза будет сразу инста, да? Все, вы сделали свою пикему? Да, фиксируем. Сделать прогноз. Все? Нажал? Да. Ну, тут 5 должно быть точно. Я душой ставил. Все. Я тоже поставил. Давайте еще сделаем наш внутренний пикем на темную лошадку этого мейджора. Кто нас может прям очень сильно удивить? Как вы думаете? Я думаю, могут на NZ удивить. Ну, у тебя не проходит, не проходит? Нет. Удивили, так удивили. У меня Imperial и Outsiders. Мгм. Это Ну, all-in. Для Не, обоих Imperial. А коллективов. прикинь, Imperial мажор снова выиграет. Это all-in. Это вообще возможно? Это all-in для обеих команд. Буду надеяться, что ваши пикемы зайдут, и тогда мы уже с вами встретимся на следующей стадии. Да. Привет, парни. Привет. Как вообще ваши дела? Все отлично. Все хорошо. Ждете мажор? С нетерпением. Да, конечно. Как вы думаете, насколько сильный этот будет мажор? Ну, в плане подготовки команды, уровня игры участников этого мейджора. Ну, фавориты должны выиграть. Андердоги Кажется- должны проиграть. Ну, все Ну, логично. понятное дело, все логично. Но, как показывает кажется- практика, на мажоре все меняется, поэтому андердоги могут и выиграть. Ну, давно не выигрывали андердоги. Ну, возможно, как раз пришло время для того, чтобы андердоги показали всю свою мощь и силу на этом турнире, тем более
довольно-таки много, скажем так, будем откровенны, андердогов на этом турнире, по крайней мере, на Challenger стадии так точно. Вот как раз сегодня мы с вами это и обсудим. Итак, начинаем наши пикемы. Ну, я бы вначале ставил на те, кто пройдут, а потом 3-0 или 0-3. Да, Ну, логично. Хорошо. Мне кажется, 100% пройдут Энс. Ну, Мгм. они довольно хорошо играют, показывают хороший КС в последнее время. Они должны Мгм. пройти. То есть они просто проходят не на 3-0, а просто проходят. Думаю, что все-таки на какой-то стадии они смогут проиграть. Я думаю, из-за Best of 1 они могут какой-то проиграть. Шумный Мгм. раунд, шумный клатч. Из-за этого проиграть игру. Потом, мне кажется, пройдут Г2. Они тоже хорошо играют. Там хороший снайпер. Мне кажется, у них очень большие шансы пройти. Ну, они, скорее всего, пройдут. Ну, с этим я соглашусь, Адамом. Но понятно, тут Астралис точно должна проходить. Они чувачки с опытом. Мгм. Короче, должны пройти. Я тоже думаю, Астралис пройдут. Ну, как уже Нима сказала, у них очень большой опыт игры на ланах, на мажорах. Мгм. Ну, мне кажется, они 100% должны пройти дальше. Кстати, вас не удивляет, как много команд на Challenger стадии малоизвестных, скажем так? Малоизвестных, это, не знаю, IRC, наверное, там, 9Z, они, наверное, Bad News Eagles, они первый раз на мажоре. Ну, это, мне кажется, из-за того, что система поменялась, типа, с одного РМР можно было пройти на мажор, из-за Мгм. этого более разные команды прошли. Так, кто у нас еще? Энс, Астралис, G2. А G2 точно пройдут, мне кажется. Мгм. На Б1 их точно кто-нибудь выиграет. Как с Анонима было. Ну, хотя бы они подготовились. И могут 3-0 закрыть. Кого еще вы думаете? Ну, мне кажется, Играть. Витальки, но это тоже фавориты на проход. Мгм. Там у них состав сильный. Ну, пока у вас одинаковые пикемы, плюс-минус. Да. Но это пока начало. Я тоже поставил Виталити. Хорошо, теперь, наверное, самое интересное, кого же вы поставите на 3 последних слота? Да, кого ты ставишь там? Я поставлю 9Z. Мгм. Они в последнее время нормально играют. Думаешь, они потом- смогут показать себя на мажоре? Я думаю, могут выиграть. Две Ну, у игры. них сразу же первый же соперник это Энс, Best of 1. Будет непросто. Будет непросто, но мне кажется, они смогут. Мгм. Потом Мибор Мгм. Мибор. Должен показать уровень. Кстати, Саня Симпл Мибор поставил на 3-0. Что Мне думаете кажется, по они только поводу? пройдут. Мгм. Ну, могут в теории пройти, но мне кажется, они проиграют кому-то. Ну, они в первом же раунде встречаются против Outsiders. Так что будет, конечно, интересно посмотреть. И последний, кто пройдет, мне кажется, Liquid. Ну, они должны пройти, мне кажется. Они хорошо играли последние матчи. Смотрел. Мне очень понравилось, как они играли. Так, Кажется, хорошо, они пройдут. смотрим. Тогда у тебя не проходит Imperial. Ты не веришь в Нет, старичков? я Imperial на 3-0 хотел поставить. Да ладно. На Мне 3-0? кажется, да. Ну, неплохо. Неплохо. Мне нравится, что команда Na'Vi Junior топит максимально за команду Imperial, за Fallen. Потому что Фир тоже очень часто говорил о том, что ребята классные, и он за них болеет, и он их фанат. А тут даже 3-0. Ну, хорошо. А что по поводу Outsiders? Ты не думаешь, что они смогут пройти? Я не знаю, они еле прошли до этой стадии. Ну, мне кажется, там им повезло. Не повезло, но они могли не пройти, у них был больше шанс, что они не пройдут, и они, как можно сказать, они еле прошли, можно сказать. На Мне кажется, тоненьком. они, вряд ли пройдут. Но все может быть. Тяжко. Но я думаю, лошадки пройдут. Лошадки Вот пройдут тоже, хорошо. да. Они, это фавориты на всех мажорах были. Мгм. 2 слота последних. Ну, честно, хочется, чтобы ребята из Косово прошли. Мне прям сильно хочется, чтобы они прошли. Мне нравится, какие у них эмоции, как они играют. Мне вообще просто супер нравится, как они играют. И последний слот. Outsiders. Ну, наверное, да, Outsiders. Всё-таки, думаю, пройдут. Да. Мгм. Хорошо, 3-0, 0-3. Ну, тут между 3 командами ИХК, Renegades, 9Z. Это или ИХК, или Renegades. Ну, на мне кажется, одну карту у кого-то заберут. Блин, Ну, я думаю, тяжко. тоже могут. Да даже Ренегады могут и 3-0 выйти. У них первая игра против Форзов.
Блин, я, наверное, все же и ХЦП ставлю на 0-3. Мгм. Ренегады могут первую игру выиграть против форзов. Но это еще БО1. На первой стадии вообще непонятно, что будет. Да, да, да. Ну, Каждый вот может первая стадия это проиграть. запутанная очень жестко. Мгм. Каждый может проиграть, каждый может выиграть, потому что Best of 1 это дело случая, скажем так. Ну, точно не Нибор. У них первая игра будет тяжелая против Outsiders. Мгм. Мне тоже так кажется. Это или Imperial, или Team Spirit. Вот у них заруба будет первая катки, и будет сразу понятно. А кто у тебя претенденты на 3-0 вообще? Между кем ты выбираешь? Да, между... Блин, еще Internal Fire есть. Imperial, Internal Fire и Team Spirit. На Вот 3-0? 3. Да, 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 да. Как не это надо тоже- работает? Я не знаю, ну просто так же самое было, как и Copenhagen Flames вышли 3-0. Никто не ожидал. Да, ну да, кстати, к слову, да. Они прям красиво зашли. Но просто, типа, когда у тебя есть такие фавориты, как Энс, G2, Vitality, Astralis, и, ну, я, типа, не осуждаю ни в коем случае, понятное дело. Может быть, даже твой пикем зайдет на все 100%. Просто интересно узнать, почему именно Imperial 3-0. Да не знаю, просто мы ставим 100%, кто пройдут сначала, а потом, исходя из этого, будем ставить другие пики. Мгм. Просто чтобы у нас было 5 правильных, играем на бриллиантовую медальку. Хорошо. Кого ты Мне ставишь кажется, поэтому? мне кажется, Eternal Fire пройдут все-таки 3-0. Мгм. Team Spirit, они могут, можно сказать, не готовы. Вот когда будет финальная BO3. Мгм. Если даже пройдут 2-0. А Imperial... Даже не знаю. А Imperial уже стрички. Вот, пике. И просто легкой рукой такой Imperial уже, старички. Мне нравится, как у Фрозика Imperial 3-0 проходит, а у Демона такие, да, они вообще не пройдут, они старички. Поэтому... Фрозик, кого ты ставишь на 0-3 по итогу? RC. Англов. Ну, здесь вы солидарны вроде как, да? Да. Как думаете, кто из этих команд станет темной лошадкой на мейджоре? Кажется, Нанди и Imperial могут удивить. Нанди и Imperial. Мне нравится, что у тебя Нанди... Не у тебя, а у кого? У Демона. Не проходит ни Нанди, ни Imperial. Хорошо. Дима, ты думаешь, кто? Кто сможет удивить нас на этом мейджоре? Eternal Fire и Bad New Eagles. Мгм. А как вы думаете, кто может стать самым большим разочарованием этого турнира? Кажется, может стать Outsiders. В любом случае, наши пикемы сделаны. Как вы думаете, на сколько процентов вы угадали? 70, 60. Кажется, 80 примерно. 80, да? Сейчас BO1 всем покажет. Пройдут Нибор, Imperial, Нади, ИХК, Ренегады. Это все пройдут. Но за это все и любят мейджор, за то, что ты никогда не знаешь, что может произойти. Все может отвернуться всё абсолютно по-разному, и те, кто был андердогом, станет в какой-то момент претендентом и фаворитом, и наоборот. Поэтому бывает разное. За это мы и любим мейджор. Ребят, вам огромное спасибо за ваши пикемы. Надеюсь, что они у вас зайдут. Нравится, что у вас у всех разные пикемы и разные претенденты на 3-0. Это тоже здорово, поэтому будет интересно посмотреть, кто же угадает среди всех игроков Na'Vi Junior. В конце уже по традиции можете сказать пару слов фанатам, болельщикам и всем тем, кто смотрит это интервью. В первую очередь подписывайтесь на все соцсети Na'Vi Junior, Na'Vi. Ну и просто болейте за Na'Vi. Да, всем спасибо, что смотрите, поддерживаете. Нам очень приятно. Спасибо вам огромное за ваши пикемы. Ребята, пишите в комментариях, какой пикем вам понравился больше всего. Как вы думаете, кто из команды Na'Vi Junior шарит в аналитику лучше всех? С вами был канал Na'Vi Junior, Яна. Ребята, до скорых встреч. Пока-пока.